Трициклы в форм-факторе Ситикоко – это электроскутеры на широких колесах с самокатоподобной рамой и удобством посадки. Китайцы разрабатывают трициклы уже несколько лет. При этом есть огромное количество недостатков, которые китайцы никак не хотят устранять. Поэтому мы не заказываем китайские трициклы, а разработали с нуля свою модель в Украине, учитывая недостатки китайских. Назвали мы ее Ситикоко Ride 3. Это не концепт, а реальное серийное производство в Украине. В чем же отличие? В нашей модели до 40 кВт пиковой мощности. Это в 10 раз больше китайского варианта. Значительно выше крутящий момент. Наш трицикл может легко потянуть автомобильный прицеп с общим весом 700 кг даже под крутую горку и взять на буксир фуру весом 15 тонн. Часто продавцы китайских трициклов Ситикоко говорят о их бесшумности, но это не совсем правда. Дешевый некачественный редуктор издает не особо приятное рычание по типу как шуруповерт, только громче. Поскольку мы используем два мотор-колеса, в которых нет редуктора, наша модель трицикла является полноценно бесшумным транспортом. Кроме того, нет редуктора, следовательно, нет никаких трущихся элементов, и это большой плюс к надежности. Мы устанавливаем два мотора и два контроллера. Итого, даже если один из них перестанет работать, то можно будет доехать на втором. Нагрузка на мотор идеально автоматически распределяется, что можно назвать аналогом дифференциала. Покупая нашу модель, у вас есть настраиваемое торможение двигателями. Причем за счет того, что мотора 2 и не мощное, торможение возможно настолько сильное, что вам даже не придется использовать стандартные гидравлические тормоза. Итого у вас есть два независимых вида тормоза, что значительно повышает безопасность использования этого транспорта и даже возможность подтормаживать с горки с полностью загруженным прицепом. Мощность рекуперации настраивается до 10 кВт. Это значит, что при необходимости быстрой зарядки вас могут взять на буксир, и вы всего за 5 минут пополните запас хода до 30 км. В китайских же трициклах есть только стандартная гидравлика, а рекуперация, если есть, то очень-очень слабая. Поэтому в случае перегрева тормозных дисков у вас может и не быть альтернативного вида торможения. Мы используем электрические детали максимально возможного качества, подходящие под этот форм-фактор. Контроллеры векторные американского бренда Kelly модель 7230S. Несмотря на заявленную номинальную мощность 3 кВт, каждый контроллер способен долговременно выдавать по 7 кВт, а кратковременно и более 20 кВт. Векторные контроллеры могут иметь батарейный ток, равный фазному. За счет этого и такие возможности. Корпус водонепроницаемый, максимальная емкость устанавливаемых аккумуляторов 77,7 вольт 126 ампер-часов, то есть около 10 кВт-час. 5 штук съемных по 18 ампер-часов и один на 36 ампер-часов. Этого хватит более чем на 400 км пробега при скорости 50 км в час. При проведении наших испытаний пиковая мощность иногда превышала 30 кВт, но в реальной жизни более чем достаточно 10 кВт. Если при этом вам не нужен запас хода более 100 км, то хватит и всего двух аккумуляторов. Моторы мы покупаем на фабрике Yuma Motors. Радиус колесного диска 12 дюймов, ширина статора и магнитов электродвигателя 50 мм. Мы можем перематывать по два с двигателя в зависимости от того, что вам больше нужно – максимальная скорость или крутящий момент. Чем ниже максимальная скорость, тем выше будет крутящий момент. Диапазон максимальной скорости мы предлагаем в пределах от 35 до 75 км в час. Номинальная мощность такого двигателя не превышает 3 кВт. Следовательно, регистрация в МРЭО данного трицикла не требуется. Но мощность моторов не только соответствует заявленной, но и указана с запасом, и после повышения напряжения до 77,7 вольт двигатель без особого нагрева выдержит долговременно 5-6 кВт. Потому, учитывая, что таких мотора 2, вам доступно более 10 кВт долговременной мощности. Это дает вам возможность неограниченное время тащить загруженные прицепы или буксировать легковые автомобили. В моторах стоят термодатчики, которые не дадут им сгореть. При перегреве они просто отключатся на несколько минут для остывания. Китайские трициклы могут лишь недолго потянуть автомобиль весом 2,5 тонны.
Почему на китайских трициклах Ситикоку нельзя буксировать ни автомобиль, ни автомобильный прицеп больше нескольких минут, мы расскажем вам об этом в конце видео. Под крутую горку китайскому трициклу сложно заехать даже просто с 2 пассажирами. Хотя наш трицикл под такую горку легко потянет и более 8 человек. Из-за небольшой номинальной мощности именно вот так выглядит прицеп для китайского трицикла. Перевозить можно до 100 кг. Смотря на впечатляющую мощность и тягу, новичкам может показаться, что опасно ездить на Ситикоку трицикле Ride 3. Но это ведь не так, поскольку контроллеры векторные и нет резкого старта при плавном повороте ручки, как есть в китайских вариантах. Кроме того, в домашних условиях с помощью компьютера либо телефона с андроидом вы можете в случае необходимости настраивать мощность, крутящий момент, реакцию на ручку акселератора, рекуперацию и скорость заднего хода в очень широких пределах. На руле есть огромное количество кнопок и переключателей, которые могут быть задействованы для различных дополнительных функций. Украинский трицикл имеет полноценную независимую подвеску автомобильного типа, и она получилась уникальной как для этого форм-фактора. Ride 3 по сравнению с китайской заводской моделью намного устойчивее, мягче и безопасней. Отличаются и габариты, которые обеспечивают дополнительную устойчивость. Ширина нашего трицикла 128 см, длина 220 см, вес около 130 кг с 2 аккумуляторами. Амортизация гидравлическая. Задние амортизаторы регулируются не только по жесткости, но и по скорости отскока. Мы подобрали одни из наилучших амортизаторов на китайском рынке. На этой модели будет комфортно ездить как пассажиру с весом до 70 кг, так и пассажирам весом более 300 кг. А вот что может произойти при езде на обычных китайских трициклах Ситикоку. Китайцы не ввели специальных разработок и тестов в таких условиях, так как все заводские трициклы Ситикоку имеют другое предназначение. Мы пока не знаем, можно ли использовать нашу модель трицикла в сельском хозяйстве, так как нет в этом опыта и не было времени проводить серьезные эксперименты. Но в целом мощности крутящего момента вроде достаточно, чтобы орать землю. Если вы можете предоставить нам локацию, инструмент и свой опыт для таких полноценных экспериментов, свяжитесь с нами, для многих людей это будет полезно. Наш трицикл имеет значительно прочнее раму, которую мы производим на территории Украины. При этом вы можете не бояться, что она лопнет при обычной езде, как это происходило с китайскими. По вашему заказу мы можем изготовить раму из труб любого диаметра и любую толщину стенки. Посередине китайская рама, которую мы берем как образец. Справа сделанная нами рама с увеличенным диаметром трубы и толщиной ее стенки. Слева также наша рама с оригинальным диаметром, но с увеличенной толщиной стенки трубы. Если вам интересно посмотреть, как же происходит процесс производства трицикла в Украине, пишите в комментариях под видео, и при большом количестве запросов мы снимем для вас отдельное видео, где расскажем, как производится каждая железная деталь. А также у нас в планах производить и пластиковые детали в Украине. Возможно, у вас возникает вопрос, почему же мы не завозим заводские китайские трициклы, о чем говорили в начале видео. Можно встретить на рынке конфигурацию китайских трициклов с заявленными 3 киловаттами мощности. Но в описании нашего видео мы оставим вам ссылку на обзор вскрытия такого мотора, который показал, что реальная мощность, на которую рассчитан мотор, в несколько раз ниже заявленной. Также автор видео дает и ссылку на покупку этого мотора с Китая. Долговременная подача на мотор мощности в несколько раз превышающая номинальную мощность и есть основная причина многих проблем. Буксировать автомобильные прицепы на таких трициклах нельзя, мотор достаточно быстро может сгореть. Ведь с завода ни в каких Ситикоку не ставят защиту от перегрева в моторы. Сам по себе редуктор при хорошем качестве комплектующих и сборке может быть очень надежным, но в случае с китайскими трициклами именно форм-фактора Ситикоку это, к сожалению, не так. Он также не рассчитан на высокий крутящий момент и при хороших нагрузках может ломаться. Трехколесный вариант в чистом китайском исполнении – это не транспорт, а просто игрушка. Слабая устойчивость, мало мощности, хрупкая рама. Эта игрушка не предназначена для стран СНГ, а рассчитана только на европейский рынок, где будут аккуратно ездить по ровным асфальтированным дорогам либо по газону. В Китае их часто называют гольф-трайками. Оправдана ли цена на китайский вариант? Решать вам. В Украине его стоимость примерно в 1,5 раза дешевле нашего трицикла Ride 3.
Трицикл украинского производства Citicoco Ride 3 – это полноценный транспорт, который рассчитан на то, чтобы легко передвигаться по любым неровностям. По вашему запросу мы можем дополнять трицикл любыми опциями, например, кофрами, корзинами, фаркопом и так далее. Выбор конфигурации и актуальные цены вы можете посмотреть по ссылке в описании. А также мы делаем экспорт нашего товара в любую страну.